Я иду за эмоциями от чего-то непонятного и незнакомого. Сегодня мы на международной выставке Art Expo 26. Идем смотреть шедевры современного искусства. Картина реальности оживает прямо на глазах. Кажется, еще секунда, и бабочки разлетятся по всему залу, а формулы и творения Эйнштейна оживут. IGA означает искусственный общий интеллект, а это работы Алана Тейтл, где математика вдруг решила стать искусством. Алан Тейтл представляет нам искусство, созданное интеллектом будущего. Я, говорит художник, создаю то, что вдохновляет меня в данный момент. Цвет, форму, настроение. Лично я увидела вспышку эмоций. А что видите вы? Раньше художник искал музу, теперь, похоже, еще и Wi-Fi. Хочу что-то подобрать себе к моим сережкам. Я думаю, что вот это подойдет лучше. Подходит? Не очень? Ну хорошо, сейчас должны найти что-то. Thank you. Сначала я поблагодарила Кристину Фостер за ее картины, а потом подумала, почему бы талантливому художнику не познакомиться с каналом Таня 7038. Похожие драконы заняли лучшие места на Art Expo 26. Перед нами загадочное существо из мира фантазии. Лица, глаза, ветви и корни напоминают о связи человека с природой и бесконечном множестве взглядов на окружающий мир. Художница Гвендолин Кью заставляет улыбнуться каждого, напоминая своим искусством, что в творчестве всегда есть место игре и юмору. Перед нами необычная работа Каридат Солы под названием «Во имя Бога мы уповаем». 19 священных книг 14 религий объединены в один том, а под ними лежит книга Дарвина «Происхождение видов». Это отдельно стоящая инсталляция-скульптура. Здесь Священное Писание отказывается быть изгнанным. Оно настаивает на своем присутствии. Сотни логотипов, символов и знаков рассказывают о брендах, которые окружают современный мир в скульптурах Захари Джакобсон. Эта работа Лизы Лу словно соткана из энергии и движения. Художница Люи Чен Фан говорит, что вдохновение приходит из самой жизни, из природы, общения с друзьями и любви к животным. Она превращает свои впечатления в яркие абстрактные композиции. На память о встрече художница подарила нам платочки со своими картинами. Очень трогательный и незабываемый момент. Yes. What is your impression when you are trying to create something new? What is your feeling? What you are trying to show to the people? Yes, because I like the nature, I like my friend and the dog. Everything I like. When I see, watch everything. Can you Details. Yes, I will. Idea I want to. Очень замечательная выставка впечатлений моря. Это моя первая, и мы как раз пришли поддержать своих друзей. Все очень понравилось, очень восхитительно. Вот, пожалуйста, картина, шарфики. Надеюсь, что всем понравится. Приходите на следующий год. Спасибо большое. Thank you. My pleasure. Taiwan. My name is Jerome Jiang Hong Lin. Художник из Тайваня Джероми Че Хонг Лин сочетает традиционную масляную живопись с дополненной реальностью. Стоит навести смартфон на картину через специальное приложение, произведение оживает, превращаясь в настоящее волшебство. Искусство выходит за пределы холста и становится интерактивным. Современные технологии превращают живопись в настоящее чудо.
Трудно поверить, что эти изящные птицы созданы из металла. В работах художницы из Японии Мидори холодная сталь словно оживает, превращаясь в символ свободы и красоты природы. Гости выставки с интересом подходят к столу мастера оригами. Под его руководством обычный лист бумаги превращается в маленькое произведение искусства. Эти винтажные магнитофоны словно хранят голоса прошлого. Каждый из нас может услышать в них свою историю. Молодежь увидит здесь арт-объект, а старшее поколение сразу вспомнит, как перематывало кассеты карандашом. Hi, how are you? My name is Giovanni F. I'm an artist. Джованни Фиджардо, художник и дизайнер из Колумбии, работающий в Нью-Йорке. В своих работах он объединяет искусство, моду, визуальные инсталляции. Возле стенда P3X хочется не только рассматривать картины, но и включить музыку погромче. Невозможно просто пройти мимо работ Паул Квятковски. Они оживают при свете, а ты смотришь и примеряешь на них свои истории. Абстрактные ландшафты, космос, связь человека со Вселенной. Включай хип-хоп и смотри на искусство по-новому. В танце с художником хорошее настроение проверено. Работы Дамия Адамс приглашают зрителя подойти поближе. Издалека абстракция, а вблизи целая вселенная маленьких людей. Мы из Украины. Фото на память у своих работ. This is project Paper Shelter. About feeling of teenagers during the war. Алина Росланова рассказала и показала в своих картинах о чувствах подростков во время войны. Желание ребенка спрятать свое лицо и скрыть эмоции. Работы художницы вдохновлены историей дочери, которая замкнулась в себе, и мать долго искала путь к ее сердцу. And she was very closed, wearing everything black, huge sizes. And I tried to speak with her about her feelings, but it was impossible. She just closed the door. And I decided that I need to find out the way how to be, how to speak. Привет, я Оксана Амельчук, и я представляю здесь свою серию Flora X. Это mixed media, что это значит рентгены, фотография. Все, что вы здесь видите, это натуральные вещи, которые были сняты отдельно фон, отдельно были сняты цветы, рентгены, ткани. Затем это все соединялось, поэтому называется mixed media, и прорисовывалось электронными кистями для того, чтобы добиться эффекта сфумата. Тетяна Гордійчук, я український фотограф. Всі мої фотографії я люблю дуже абстракцію. Я презентую фотографії не те, що ми бачимо, а те, як ми можемо бачити і відчувати. Ці фотографії зроблені в каньйоні. Це відображення йде води, трошки інша серія. Я дуже люблю текстуру. Коли я, наприклад, оці серії це серія Океан. Але коли я ходила навколо каньйонів, мені дуже сподобалися текстури, і це мені нагадало Wave Ocean. Я хотіла б відобразити своє бачення, як я це бачу і відчуваю. Потім я просто змінила колір, і показала таку серію своїх робіт.
іноді бачу і люблю поєднувати різні кольори, да, і за допомогою текстур створювати такі арт-фотографії. Також я люблю знімати відображення води. Для мене це щось, взагалі вода для мене це щось таке перезагрузка, перезавантаження. Меня зовут Наташа. Мой бренд — это Energy with Natasha. Это моя первая самая выставка. Ни разу нигде еще не выставлялась. Каждая картина сделана слоями. То есть там много разных, состоит из разных гипсов, краска, кристаллы бывает. И сверху эпоксидная смола. В детстве любила рисовать так, как просто хобби, но сейчас решила, что есть немножко время, дети выросли, и можно попробовать, что я умею. К сожалению, имя художника не запомнилось, но его картины и наша беседа о них остались в памяти. Сегодня меня вдохновляет разнообразие людей. Мы все разные, но одновременно удивительно похожи, говорит американская художница Джаклин Рудольф, работающая в стиле современного фигуративного и экспрессивного искусства. Ее творчество посвящено силе, красоте и внутреннему миру человека. Картины под названием «Энигма», в переводе «загадка», посвящены человеческой фигуре, эмоциям и выразительным линиям. Нео-Токио – это будущее или настоящее? Джанни Нотариани «Зимний пейзаж». Мне нравится, как художник из Южной Кореи Дохма Ким превращает краски и свет в настроение. Металлико – серия металлических скульптур французского художника Венерон Николас. Это игра металла, света и воображения. Из тонких стальных полос он создает удивительно легкие и динамичные образы. Художник Николай Петров из Канады. Его абстракции поражают смелыми, интересными идеями и неожиданными образами, за что он получил в этом году заслуженную награду. Остановилась, задумалась о моменте жизни. Перед нами словно ожившие легенды. Эти картины не просто сияют, они очаровывают и восхищают. Ха-ха-ха! Именно так начинается настоящее искусство моды. Тара Донован, художница, скульптор, с которой я познакомилась раньше и узнала меня по серьгам. Ведь она подарила их сама на предыдущей выставке. Невероятная и очень теплая встреча. С высоты второго этажа Экспо-26 напоминает настоящий город искусства. Впереди ежегодная встреча с галеристом Джейсон Перес, где, как всегда, музыка, танцы и праздничная атмосфера. Каждый год у нас с Джейсоном традиция встретиться на Экспо. На этот раз он доверил мне свои вертушки. Смело, очень смело. Ха-ха-ха. И я с радостью сыграла свой сет. Ух! Джеймс – это настоящий человек-арт. Яркие краски украшают не только его работы, но и одежду, и даже лицо. А улыбка и позитив заряжают каждого вокруг. Я пришла посмотреть на картины. Но, кажется, картины смотрят на меня. Спасибо, что были с нами. Встретимся на следующей выставке.